Загадка египетского лабиринта. Потерянное чудо древнего мира. В песках Египта под палящим солнцем скрывается одна из величайших загадок древнего мира – лабиринт Хавары. Сооружение, которое древние историки считали чудом, превосходящим даже Великую пирамиду. Описанный Геродотом, Страбоном и другими, этот лабиринт из 1000 комнат был настолько грандиозным, что его сравнивали с целыми храмовыми комплексами Карнака и Луксора. Но где он? Что от него осталось? И почему его тайны до сих пор будоражат умы археологов, историков и искателей приключений? Сегодня мы отправимся в путешествие по следам этого потерянного чуда, чтобы раскрыть его секреты, исследовать современные открытия и задуматься, что египтяне пытались скрыть под землей. Легенда, рожденная в песках. Представьте себе Египет V века до нашей эры. Греческий историк Геродот, которого называют отцом истории, путешествует по землям фараонов. Он видит пирамиды, храмы, но одно место заставляет его замереть в благоговении – лабиринт Хавары. В своих историях Геродот описывает комплекс из 3000 комнат, половина из которых находится над землей, а половина под ней. Он восхищается монолитными потолками, массивными каменными плитами и сложной системой коридоров, которая кажется бесконечной. По его словам, лабиринт настолько величествен, что даже пирамиды меркнут на его фоне. Геродот не был одинок в своем восхищении. Плиний Старший и географ Страбон, посетивший Египет позже, также описывали это сооружение как архитектурное чудо. Но вот парадокс. Несмотря на такие восторженные отзывы, лабиринт исчез из истории. Его местоположение затерялось, а само существование стало предметом споров. Многие ученые считали рассказы Геродота преувеличением, ведь его репутация как рассказчика иногда граничила с мифотворчеством. Однако Геродот оказался прав во многом. Например, он описал озеро Мерис, ныне известное как озеро Карун, и 2 пирамиды, возвышающиеся над водой, каждая с гигантской статуей наверху. В XIX веке археолог Флиндерс Петри подтвердил существование этих статуй, обнаружив 2 колосса высотой около 18 метров, высеченных из кварцитового песчаника. Это открытие заставило ученых пересмотреть скептицизм по поводу слов Геродота. Если он был прав насчет озера и статуй, то, возможно, лабиринт тоже реален. Пирамида Хавары – ключ к лабиринту. Чтобы понять, где искать лабиринт, нужно начать с пирамиды Хавары, расположенной недалеко от оазиса Файюм. На первый взгляд эта пирамида не впечатляет. Сегодня она выглядит как осыпающаяся груда глины, лишенная былого величия. Но под ее обветшалым фасадом скрывается инженерный шедевр. Флиндерс Петри, пионер египетской археологии, изучил пирамиду в конце XIX века и был поражен ее конструкцией. В отличие от других пирамид, вход в Хавару находился не с северной, а с южной стороны, на уровне земли. Проходы внутри были оснащены пандусами, словно предназначенными для транспортировки тяжелых грузов. Но что действительно выделяло пирамиду, это система массивных каменных люков весом до 20 тонн, которые могли запирать проходы, делая их неприступными. Центральная камера пирамиды – еще одна загадка. Она высечена из цельного блока кварцитового песчаника весом более 110 тонн. Точность, с которой этот монолит был вырезан и установлен, ошеломляет. Но еще более странно то, что в камере не было входа. Единственный способ поместить саркофаг внутрь – это сделать это во время строительства пирамиды. Более того, внутри саркофага Петри нашел лишь обугленные кости и следы сожженного диорита, как будто содержимое было намеренно уничтожено. А рядом с главным саркофагом обнаружился второй, меньший, явно добавленный позже и выполненный с меньшей точностью. Зачем? Кто и когда внес эти изменения? Пирамида Хавары, похоже, использовалась не только как гробница, но и для других, пока неясных целей. Следы лабиринта – находки Петри. Пока Петри изучал пирамиду, он обратил внимание на участок перед ней, где, по его предположению, мог находиться легендарный лабиринт. Раскопки под руинами более поздней деревни раскрыли фрагменты каменных плит и фундамента, которые, по мнению Петри, были остатками грандиозного сооружения. Он пришел к выводу, что это и есть основание лабиринта, описанного Геродотом. По его оценкам, комплекс был настолько большим, что мог вместить храмы Карнака и Луксора вместе взятые. Однако от лабиринта остались лишь жалкие обломки. Его камни были разобраны последующими поколениями для строительства.
Но Петри не остановился на этом. Он предположил, что лабиринт мог быть не просто надземным сооружением, но и уходить глубоко под землю, как утверждал Геродот. К сожалению, в XIX веке технологии не позволяли проверить эту гипотезу. Лабиринт оставался призраком, реальным, но неуловимым. Современные технологии раскрывают тайны. Перенесемся в 21 век. В 2008 году проект Матаха под руководством бельгийских геофизиков решил исследовать Хавару с помощью георадара, технологии, позволяющей заглянуть под землю без раскопок. Результаты ошеломили всех. На глубине 8-12 метров под тем, что Петри считал фундаментом, была обнаружена обширная сеть стен, коридоров и камер. Это сооружение соответствовало описаниям Геродота. Тысячи комнат, сложная структура, уходящая под землю. Более того, то, что Петри принял за фундамент, оказалось, вероятно, крышей подземного лабиринта, который сохранился лучше, чем ожидалось. Но вот неожиданный поворот. Египетские власти, возглавляемые Захи Хавасом, наложили запрет на публикацию результатов, ссылаясь на соображения национальной безопасности. Команда Матаха столкнулась с бюрократическими препятствиями, и лишь спустя 2 года им удалось опубликовать отчет. Почему такое открытие вызвало сопротивление? Возможно, дело в масштабе находки. Лабиринт, если он действительно существует в таком виде, может перевернуть наше понимание древнеегипетской цивилизации. Его размеры, сложность и, возможно, содержимое представляют угрозу устоявшимся теориям. Для чего был построен лабиринт? Итак, лабиринт найден, по крайней мере, его следы. Но зачем древние египтяне построили такое грандиозное сооружение? Ответ на этот вопрос остается предметом спекуляций. Одна из теорий гласит, что лабиринт был хранилищем знаний или артефактов. Его подземная часть, недоступная для посторонних, могла скрывать священные тексты, ритуальные предметы или даже технологии, о которых мы не знаем. Геродот упоминал, что подземные помещения содержали гробницы царей и священных крокодилов, что намекает на религиозное значение. Другая гипотеза предполагает, что лабиринт был церемониальным центром. Его запутанные коридоры могли служить для инициаций или ритуалов, призванных дезориентировать и внушать благоговение. Психологический эффект лабиринта трудно переоценить. Человек, блуждающий в бесконечных коридорах, окруженный массивными каменными плитами, неизбежно чувствовал бы себя ничтожным перед величием создателей. Но есть и более интригующая теория. Ориентация лабиринта, смещенная на 20-25 градусов относительно пирамиды Хавары, наводит на мысль, что он может быть гораздо старше. Если это так, лабиринт мог быть построен не фараонами, а более древней цивилизацией, о которой мы почти ничего не знаем. Эта идея перекликается с гипотезами о доисторических культурах, которые могли оставить следы в Египте, таких как предполагаемая цивилизация, создавшая сфинкса. Прозрачность Луксора. Параллели с лабиринтом. Чтобы глубже понять лабиринт, стоит обратить внимание на другую загадку египетской архитектуры – храм Луксора, исследованный египтологом Швали де Любичем. После 12 лет изучения храма де Любич обнаружил феномен, который он назвал прозрачностью каменных блоков. Резьба на стенах храма, казалось, перетекала сквозь камень, создавая непрерывный рисунок, видимый только при целостном восприятии. Например, иероглиф ткани в одной комнате совпадал с изображением ящика для тканей в другой, как будто камень между ними был прозрачным. Де Любич также выявил транспозицию. Символы и образы, расположенные в разных частях храма, создавали многомерные связи. Это указывает на уникальный подход египтян к передаче знаний. Они не просто вырезали изображения, а создавали архитектурную грамматику, где каждая деталь была частью целого. Храм Луксора, по сути, был живой библиотекой, доступной только тем, кто мог увидеть взаимосвязи. Эти открытия перекликаются с лабиринтом Хавары. Как и в Луксоре, лабиринт, вероятно, был не просто зданием, а сложной системой, где каждая комната, коридор и плита имели значение. Возможно, его структура тоже была прозрачной в метафизическом смысле, скрывая знания, которые можно было понять только через целостное восприятие. Это заставляет задуматься. Что, если лабиринт был не просто хранилищем, а инструментом для передачи мудрости, доступной лишь посвященным? Философия древних – свет против материи. Работа де Любича в Луксоре открывает еще одну грань египетской мысли – веру в приоритет света над материей. Прозрачность храма, где камень становится лишь проводником для узоров и идей,
отражает мировоззрение, в котором физическая реальность вторична по сравнению с метафизической. Лабиринт Хавары мог быть построен с похожей философией. Его подземная часть, скрытая от глаз, возможно, символизировала переход от материального к духовному, от видимого к невидимому. Эта идея находит параллели в современных теориях, таких как гештальт-психология, где целое воспринимается как нечто большее, чем сумма частей. Египтяне, похоже, интуитивно понимали этот принцип, создавая архитектуру, которая заставляла человека видеть связи, а не отдельные элементы. Лабиринт с его запутанными коридорами мог быть физическим воплощением этой философии, где блуждание по нему становилось метафорой поиска истины. Загадки, которые ждут ответа. Несмотря на открытие Матаха и работу Петри, лабиринт Хавары остается во многом загадкой. Подземные помещения не исследованы полностью, и никто не знает, что они скрывают. Могут ли там быть тексты, подобные библиотеке Александрии? Или артефакты, указывающие на существование более древней цивилизации? А может, лабиринт был местом, где хранились знания о космосе, как предполагают некоторые исследователи, указывая на астрономическую точность египетских построек? Еще одна интрига – сопротивление египетских властей. Почему они препятствовали публикации данных? Возможно, дело в страхе перед тем, что лабиринт изменит наше понимание истории. Если он действительно старше пирамид, это может означать, что египетская цивилизация унаследовала знания от более ранней культуры. Это поднимает вопрос, кто были эти предшественники? И как их мудрость повлияла на развитие Египта? Что дальше? Лабиринт Хавары – это не просто археологическая находка. Это вызов нашему пониманию прошлого. Он заставляет нас переосмыслить, что мы знаем о древних цивилизациях, их технологиях и философии. Современные технологии, такие как георадар и трехмерное моделирование, дают надежду, что мы сможем раскрыть больше тайн. Но для этого нужны не только инструменты, но и открытость к новым идеям. Возможно, ответы на самые глубокие вопросы человечества о нашем происхождении, о смысле жизни, лежат не в будущем, а под песками Египта, в лабиринте, который ждет своего часа. Так что же такое лабиринт Хавары? Гробница? Хранилище? Храм? Или нечто большее? Ключ к пониманию древнего мира? Одно ясно. Его тайны еще не раскрыты, и каждый новый шаг в его изучении приближает нас к разгадке. А что вы думаете? Может ли лабиринт изменить наше представление об истории? Делитесь своими мыслями в комментариях, и давайте вместе искать истину в песках времени.